Короче, одну нашел тарелку нужную, одну, блин, где-то там внизу, в глубине, блин, скопал. Спросил у продавцов, они говорят, больше нету. Где ты, говорит, ее взял? Тут таких и нет, не стоят, ни ценников. В глубине за тарелками выкопал одну, все, больше нету, блин. Надо таких еще пару хотя бы. Сейчас гости придут. Тупо как накрыть на стол, как всех посадить. Ладно. Одна добыча всего лишь в виде одной чашки. Больше тут особо ничего, наверное, не буду покупать. Остальное все. Так. Смотрим внимательно. Похоже на нужное. Сейчас узнаем. Здесь большой такой молочно-сырный отдел. Но мне ничего Оля не заказывала. И вот рыбка здесь есть тоже. Вот в этом есть ципоры 54,90, побольше 59,90. Красная рыба 139,90, норвежская написано. Лаврак 59, поменьше 54,90. Есть вот такие еще рыбки. Вот такая вот. Так, есть еще напитки всякие, алкогольные. Не знаю, вроде бы ничего Оля не заказывала алкогольных напитков, поэтому брать ничего не буду. Пиво тоже что-то не знаю. Ладно. С тарелками пролет всего одна штука, ну хотя бы одна. А, пивные бокалы здесь, смотрите, какие интересные. Time drink, время пить. Релакс, время пить пиво, расслабляйся. Да, пивные бардаги, 9,95 вот такие стоят. Beer makes me happy. Пиво делает нас счастливым. Ну так, да, веселенькие надписи. Вино здесь прям такой ассортимент. Большой достаточно. Единственное, что я ничего сейчас не буду выбирать. Я пойду дальше. Вареньки здесь тоже есть. Ну вот смотрите, есть маленькие по 6,95. Это маленькая 300-граммовая баночка. Если вот ее пересчитать в большую, получается, что ее выгоднее вот именно большую купить, как я купил. А мы очень любим еще инжировое варенье. Варенье инжировое любят все. Если инжир люблю больше я, то варенье инжировое любят все. Имеется в виду дети, с удовольствием кушают. Так, ладно, пошел я. Что нашел, то нашел. Может быть, муки сейчас возьму мешочек и поеду домой. Нет, наверное, брать не буду. У меня рюкзака нету, а корзинка оторвется. Знаю на районе, если есть такая же цена, то значит пойду на районе куплю. Видите, какой здесь ассортимент всяких разных еще музыкальных устройств. Здесь эти часы даже, не часы, да, часы купил Мише. Но пришлось тут же их сдать, они не запускались. А пока я не куплю, мне отказывались их показать, как они работают. В общем, деньги с карты снял, потом наличными получил. Таким образом обналичил несколько лир. Они мне в лирах были на карточке. Ладно. Больше тарелок я нигде не вижу, ничего похожего. Так, ну здесь всякая фигня тоже. Уже постлетняя, все тут начинает в кучу собираться, скорее всего, наверное, будет вывозиться. Где-то хранится на складах. Надувной матрас такой вот, не знаю, с насосом, без. Насос нарисован здесь вот на коробочке. Стоит 230 лир по карточке, 329 без карточки. Но это вот только летом такие цены пошли. До этого были, они, мне кажется, даже дороже, чем 329 лир. Эти кровати, скорее всего, это 138 на 183. Ну, одноразовая, одноразовая, на одного человека эта кровать, не на двоих. Она стоит 2300 рублей, в принципе, приблизительно, чуть меньше.
Народ, второй раз вот за этот год идет дождь. Видите, вот он шумит. Я стою под навесом возле парикмахерской. Немножко капает. Я бы доехал, я просто остановился поснимать немножко. Хотя тогда неприятно тоже ехать. Тем более в очках заливает. Сейчас подожду чуть-чуть. Обычно дождь долго не бывает. Минуту, полторы-две. И все, дождь закончился. Сейчас уже едут домой. Везде, куда надо, побывал. Мало что купил, но поделал. Дела поделал. О, это что за фигня? Ты чё? Это что? Идет дождь, а в море такой небольшой, как это назвать, ураган. Все, закончился, да? Наверное. А что такое было? Тихо. Прикольно. Вообще. Реально, что это было, как? Это так ветер закрутил этот самый воду. Иногда в этот ураган рыба попадает, корабли, люди. Прикольно, чуть-чуть успел снять его. А то так кому скажешь, не поверят, да? А в бассейне, гляньте, сколько народу у нас сегодня. Давно столько не было. Можем даже посчитать их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Ураган классно был сейчас. Маленький, недолгий, но классно. Не только русская голь на выдумку хитра, но и турецкая тоже. Горки не работают, насос воду не подает. Но прошел дождь, горка мокрая, и можно кататься. Дяденька, девочка, сейчас мальчик тут тоже катался в горке. Класс. Ну, только на радость это. Что-то воды многовато, она даже, когда ныряет, вода выскакивает почему-то на пол вокруг бассейна. Не знаю почему. Ну что, друзья, Алексей накатался на велике, получил прививку, чувствует себя хорошо, как будто ничего и не делал. Да, Лёш? Ага. Нам тут соседи рис принесли с томатами. А я все уже приготовила. Это блинчики у меня яичные. Кукси отварила, замуровала, чтобы оно не подсыхало. Кукси-мури тоже приготовила. Вот, жду гостей. Сосед наш так старался, искал мне барилу. Нашел-таки. И это самое. Говорит, теперь хочу блюдо из барилы. Вот, приготовила. Жду их с женой. Вот. Пойду голову высушу. Я сейчас только искупалась. На море не ходила. Море такое замечательное. Сейчас покажу. О, красотища. Кому нравится, ставьте лайк. Я пошла голову сушить. Интересно, не буду рассказывать. У нас сейчас гости были. Понравилось им наши кукси. А сейчас дети хотят... Ты будешь йогурт? Да, давай. Ты тоже будешь йогурт? Я? С жировым вареньем всегда. А я с этим. Или с вишневым. С вишневым, да. Смотрите, какой йогурт шикарный. Завтра мы будем. Да. А ты что, понял? Ну да. Как понял? 11 o'clock, 11 часов. Ага. Понятно. Так, Ну йогурт что, сейчас звонить дети в покушают 11 часов и ночи? пойдут спать. И пойдем спать, да, Да, завтра. а кто-то окружающий мир не сделал. Ага. А, Папа, когда я пойду спать, пожалуйста, скачаешь мне учебник? Всем доброе утро. Мы подготовили последний кадр в рецепте снять. И помните, мы жаловались вам на то, что у нас вот эти покрывала очень сильно засоряют квартиру. С них что-то в первое время пух какой-то вылетал просто в нереальном количестве. Вы знаете, мы ими не пользовались все лето. А сейчас достали, и никакого мусора от них нет. Решили еще раз постирать. Сейчас еще одну принесем. Одеялку постираем. Да, закидывай. Вот эту тряпку закидывай, вон ту майку закидывай. И что-нибудь еще там надо посмотреть. Ты уверена, что мы все это развесим? Да куда денемся?
Мишуська, вставай, золотой. Доброе утро, Олег. За занятиями. Вчерашние закрыл, Олег, занятия? Чё? Вчерашние занятия все закрыл домашними заданиями? Ну там не история, но осталось закрыть задание там одно, но там задание в форме сочинения. Понятно. Так, время 8, у нас уже солнышко вовсю светит. Всем доброе утро, желаем хорошего такого же солнечного дня, отличного настроения. Вот. Ты мой жлёткий, ты на тебя. Вставай, вреднюха. Третью нашел, да? Ну там прям Притирочку. Ну ладно, хоры там. Все, сейчас Алексей тут снимет видео. Баночек вот этих. А я потом еще красота-та-та-та сниму. И у нас очередной рецепт сегодня выйдет. Да? Угу. По поводу прививки Алексей хочет вам сказать. Вчера плечо не болело, сегодня болит. Плечо. Да ты что? Тут, да. Но нет такого, чтобы рука отнималась, бла-бла-бла. Чуть-чуть болит. Ну она не чуть-чуть, но в каком-то не мешает двигаться. В каком-то положении. Да. В каком-то положении, говорит, болит. Не знаю, я все оттягиваю время, говорю, что я сильно больна. Ну, я пью Афлубин, помните, у меня там голос осел, грудь заложила. Я Афлубин пью, в принципе, сейчас хорошо себя чувствую. Иногда ночью, только проснулись, иногда ночью у меня бывают приступы такого сильного кашля, не то чтобы с удушьем, а слюна почему-то становится такая вязкая, и вот я не могу ее проглотить, и она как будто мне мешает дышать. Вот. Но я пью Афлубин, мне уже легче, лучше. Ночью, может, пару раз, да, эти приступы у меня были? Я пью Афлубин и от сухого кашля Омнитус. Вот. И меня тоже заставляют, я оттягиваю время, как могу. Я у нас же языковой барьер в WhatsApp написала, что да, мы тоже переживаем. С самого начала мы с Алексеем обсуждали то, что они как бы в возрасте, и если мы это в январе перенесли в легкой форме, то, конечно, мы тоже переживаем, если, не дай бог, мы им что-то принесем. Ну, то есть это будет очень-очень неприятно, естественно, и для них, и для нас тоже это будет очень неприятно. Не хотелось бы, чтобы из-за нас с ними что-то произошло. А еще он стал говорить, что у него старенькая мама, слышишь? Ага. Так это вообще грех на душу взять, если, не дай бог, да? Что-то из-за нас. Вот, мы это с Алексеем уже обсуждали, что мы как бы не сколько за себя, потому что мы знаем, что мы уже переболели, что это такое. Я понимаю, что второй раз может быть намного сложнее, вот, но как-то мы оберегаем себя, остерегаем, всегда везде ходим в маске, даже в лифте ездим в маске. Поэтому как бы не сколько за себя мы переживаем с Алексеем, сколько вот за них, что, не дай бог, им принесем, их возрастной маме принесем, не дай бог это. Ну, вернее, через нас это все, через них это все от нас передастся их возрастной маме, не дай бог. Вот, поэтому я написала сообщение, что мы тоже о вас переживаем, и я сделаю прививку, как только себя буду хорошо чувствовать, потому что, ну, я, например, и так ее боюсь, а еще и при малейшей моей простуде, ой, простите, вот, не дай бог, еще какая побочка будет. Конечно, я хочу полностью выздороветь и потом уже, поэтому оттягиваю время. А надо мной смеются, думают, что я симулирую. Ну, я, может быть, и симулирую в какой-то степени, но я говорю, что по правде я говорю, что ночью у меня приступы сухого кашля с таким тяжело поглощаемой вязкой слюной. Вот. Короче, не знаю, выздоровлю, наверное, я пойду все-таки на прививку тоже. Да, Лешка? Ага. Температуру мы не будем мерить, чтобы узнать, есть она у меня. Ну, можно померить, но визуально у тебя ее нет. Вот. А то, что болит рука, меня это, конечно, беспокоит тоже. Да нет, оно как вот нормально. А я на нее лег, попробовал. Ну. Она нормальная. Ничего, так все, можно делать все, что угодно. Ага. Единственное, я ложусь, когда на нее, то она вот тут болит. Угу. И кололии. Все.
Новый КПГ. Ага. Химию сыпет. Вау. Ну так уже, у нас осталось буквально несколько дней до Закрытия слития бассейна. Да, бассейн сольют скоро. Слушай, ну у нового КПГ это жена или кто? Женщина ходит, полы моет в подъездах. А у старого КПГ все он делал, она только детей смотрела. Но у него детей нету, наверное, этого КПД. И не видела. Хотя девочка какая-то маленькая раз заходила в подъезд и шла, по-моему, в квартиру. В их квартиру. Да, он в той же квартире, где старый КПГ. Да, это квартира КПД. Это квартира ничья, а именно вот любой КПГ, работающий здесь, будет там Тот, жить. кто будет КПД, будет жить в этой квартире. Ясно. У нас сменился Служебный. КПГ. Ты не знаешь, по какой причине? Вчера меня наши украинские друзья спрашивали, а почему ушел Шевкет. Мы что-то как-то даже не знаем, и не интересуемся, и не лезем туда, и как бы ухаживают за комплексом, и хорошо, спасибо. Нет там под ногами окурков, мусора, и спасибо, да? А Лерай, по-моему, сказал, что он куда-то поехал. Или уехал, или поехал. Ну, он поехал в этот, Каргапенары, что ли, куда-то. Ну, понятно, что он поехал. А как, если он отсюда уехал, он же не будет на улице тут стоять. Он уехал, Ну, да, правильно, всей да. семьей. Вот. А по какой причине, непонятно. Причина же должна быть. Это не так и далеко, Каргапенары же. Это да, это. Ну, просто он уехал, да, он, Там естественно, юг, а сзади уехал. Каргапенары. Да, он уехал в какую-то другую, там, жилплощадь заселился. Другую локацию. В другую локацию. А по какой причине, вот это же непонятно. Не знаю. Пылюка летит такая. Там что, стройка начали стоит. А. Ладно, короче, иди полетай, а потом одну банку мне открой, и мы уже будем на завершающей стадии по видео. Ну что, друзья, сейчас шорты переодену и пойду на рынок опять одна. Алексей опять работает. Возьму тележонку свою, обезьянка сзади. Обезьянка, обезьянка. Возьму свою тележонку и пойду на рынок с друзьями на машине. Как удобно. Как давно мы уже на маршрутке, да, не ездили? Как удобно, что есть вот... Не, мама давно на маршрутке не ездила, а мы совсем недавно. Когда? В субботу. Куда? А, на тренировке, да. В субботу вы не ездили, в воскресенье, в субботу мы на корабле катались. Точно. Ну все, я пошла на рынок, всем пока-пока. Вас с собой не беру, потому что у нас грузится мукбанг для вас на сегодня. Хотя, может быть, надо было остановить, он бы успел бы загрузиться. У нас же мы не позже часа приедем. Ну, осталось не очень много, 73%. Ну, осталась 1 минута, я уже убегаю, все. Вот пока будешь собираться, мы подождем. Нет, все, давайте пока. В общем, зрителей с собой не беру, потом что куплю, то принесу, покажу и расскажу почем, да? Да, руки Все, свободны. пока-пока. Ну что, наши соседи поставили. Вау, как классно! Слушайте, мне нравится. Елена спрашивала, сильно ли съедается балкон. Ну вот, с этой стороны он буквально на 10 сантиметров съелся. А с этой стороны, поскольку балконы у нас неровные, получается, с этой стороны сантиметров на, ну не знаю, 25, может, 20. Вот, и выровняли, соответственно. Хинк. Получается, здесь 4 вот такие раздвижные двери. Это двухслойные стеклопакеты. Трогать нельзя, не буду трогать. Вот, балкон остался прежний, его не демонтировали. Как был, так и остался здесь. А получается, сюда, внутрь имеющегося балкона установлены вот такие вот двойные стеклопакеты. Супер, я тоже так хочу, честно. Потому что это в зимний период здоровская будет прослойка, и тем самым здесь будет теплее. Ну, блин, это удовольствие вообще не дешевое. Вообще не дешевое. Я не знаю. Мы с Алексеем в этом году не готовы отдавать такие деньги, а на будущее почему бы и нет. Это очень классная идея, и таким образом здесь будет зимой тепло. Вот. Такие дела. Красота. Мне нравится. Мне очень нравится. Very good. 2 days after open close. Open or closed. Boo open? If you want, 2 days later
you take the video. You record. Ah, okay, okay. This open? This is open now, yes. No Now. problem. No problem. Because this mastics, silicones, Ah, silicons, yeah, anladım. not Aha, to hardened. aha, They say 2 days. No anladım. wash. 2 days later, we can open close. Ага. You take video. Окей, окей, окей. Класс. Супер. Мы сегодня с друзьями приехали на рынок Томюк, который находится прямо рядом с Carrefour Mini. Вон. Бу? Базар? Flamingo 4. А, Фламинго 4. Базар. Такой маленький, кючек? No. Но? А, узун. О, çok güzel. Мы такие покупали, что-то нам не зашли. Они кислые. Sarımsak мне не надо. No Kastamonu. Taşköprü Kastamonu sarımsak wonderful. Wonderful. О, çok güzel elma. Let's buy. Надо брать 5 лир. Пакет за пен. Вещи тут можно купить. Ne zaman kapanıyor pazar? Yok Hayır yok. hayır. Sezon kapatışı yapacak mısınız? Açık kalacak mı kışında? Biber. Kırmızı. Kırmızı biber. Ne kadar? 7. 7. Bet. Rica ederim. Ne be? Ne bet? Какой? Köy biberi de aynı değil mi? По 7 лир красный перец. Что еще? Изюм я сейчас купила по 7 лир. В общем, вот такой рынок. А, смотрите, юбку, как они продают. Юбка. Тонко раскатанное тесто. Оно, возможно, немножко термообработано, хотя не факт. Могу ошибаться. И вот такую юбку продают. В общем, он тянется туда далеко-далеко. Я не знаю, насколько далеко. Сегодня мы друг друга ждем. Обычно в Эрдемли, когда приезжаем, там такое прямоугольное помещение, прямоугольное кудрет наре. Yes. Индийский гранат. Я в Ташкенте такой пробовал. Он you tasty it? Eat. No. Not güzel. O da ejder meyvesi. Это драгонфрукт. 15 маленькие драгонфруктики по 15 лир штука. 5 лир, салаталики вообще не аппетитные. Сыры здесь мы не покупаем. Раньше покупали, пока не подружились с нашими друзьями. Теперь мы не покупаем. Салаталик. First place çok güzel salatalık. Нет, first place. Ha, oradan alacağız. Все, финиш? Finish. Маленький такой рыночек. Фасолька там, фасоли, яблоко, эльма и слива. Все, финиш. Слива. Пиво. No piva, no vino. Слива. Dünkü fasulye nasıl olmuştu? Ha? Dünkü fasulye nasıl olmuştu?